И сегодня мы находимся в Испании, как обычно, 9 часов, как обещали, стрим субботний, Всем 15 привет, дорогие июля. друзья! Всем огромный пламенный привет, всем, кто присоединится. Сразу все, кто присоединяется, прошу, вернее, напоминаю, сначала ставить лайк. Да, кто не подписывался, подписывайтесь. Это расшаривает видео и, соответственно, стимулирует нас снимать ролики интересные, проводить Да. эфиры и так далее. Сегодня у нас 15 июля 2023 года, 21:00. Выбрали мы это время не случайно. У нас, сейчас мы вам расскажем, какая у нас погода. И вот это самое комфортное время, пчела прилетела ко мне, это самое комфортное время для того, чтобы нам на улице спокойно провести прямой эфир. Будем мы не более... Или не менее часа. Не более часа, не менее 50 минут. Расскажем вам, как и заявлено в этом названии, значит, погоду, туризм туда же. Да, у нас, Потом кстати, есть интересные новости. Да. Основная такая, которая сейчас обсуждается в Испании. Я думаю, что многие там на разных каналах обсуждают, и блогеры, и новостные, и газеты, и все-все-все. Может быть, уже кто-то догадался. Вот. И третье, это мы ответим на вопросы, вначале на те, которые нам задавали на этой неделе, вот по роду нашей деятельности и вообще так вот, да, а потом, наверное, то, что вы нам напишите. Так что вы сразу пишите, задавайте вопросики свои, и даже если вы будете смотреть это в записи, тоже задавайте вопросы, если они у вас будут возникать. Обязательно пишите. Не забывайте, как Алексей сказал, подписываться на канал, ставить лайки, кто впервые у нас на канале. Мы рассказываем о жизни. Я знаю, что многие есть вновь подписавшиеся, которые будут смотреть. Мы рассказываем о жизни в Испании. Живем мы на побережье Коста-Бланка, провинция Аликанте. Место наше называется Ориуэла-Коста. Отсюда мы сейчас и вышли в эфир. У нас сегодня сильный ветер, мы будем периодически держать свои волосы, потому что они улетают. Каждую неделю мы выходим в прямой эфир, вы знаете, стараемся. Недавно вошла эта наша традиция, такая уже несколько месяцев, наверное, полгода. В пятницу или в субботу, по возможности, мы выходим в прямой эфир. То есть мы это не делаем в рабочие дни, но мы выходим в конец недели, либо выходные. Вот так. Такой анонс у нас на сегодня, так что, надеюсь, всем нравится наш протокол сегодняшнего заседания на лавочке. Заседание на лавочке. Надеюсь, что нас слышно хорошо. Объявляю открытым. Я, как обычно, в солнцезащитных очках, но по просьбе трудящихся стала носить, когда видны глаза. Почему? Потому что зрение все-таки мы бережем, но есть такой вариант солнцезащитных очков для вечера как раз, чтобы не щуриться и так далее. День все равно, конечно, в течение дня солнце очень яркое на юге, в частности в Испании, конечно же, с утра очень сильное солнце, очень яркое, и только вечером можно собраться, сесть, спокойно пообщаться и посидеть на природе. Я это и сказала. А вообще у нас сейчас температура какая? Мы, не знаю, как сейчас ты посмотришь, сколько показывает у тебя. Не суть. Сейчас, наверное, градусов 30. 30. В машине мы ехали 31. Ежедневно, я почему хочу эту тему поднять, потому что тоже разные новостные каналы пишут, что в Испании страшная жара, что все горит, все везде сгорает, просто аномальная жара. На самом деле предупреждение на той неделе было от полиции, да, что будет какие-то, сейчас если найду фотографию, я вам покажу, локальными местами до 42 градусов, но у нас на побережье, допустим, 33-34, это максимально в течение дня, Ориуэла, город 36, допустим, может подняться 38, в Мурсии может быть, но, тем не менее, единственный, допустим, тяжелый момент еще, это сильная влага. Но я хочу сказать, что по моим наблюдениям, на самом деле, я не вижу аномальной жары именно на побережье, потому что из года в год, что мы здесь находимся, и в прошлом году у нас есть ролики, когда в это время, в конце июля, жара в Ориуэле поднималась до 42 градусов. Сегодня середина июля. Да, середина июля, но и 42-то нету еще здесь, у нас на побережье. Кстати, да. И в Ориуэле, город, к которому мы относимся. Может быть, локально где-то в Экстремадуре, где-то еще в центральных местах действительно температура поднимается до 40 градусов, но мы можем говорить только за наше побережье. У нас она 32, 33, 34.
Действительно душно, влажно, неприятно так ходить в течение дня, да, наверное. Днем очень влажно, да. Водоемы спасают, бассейны теплые, на море народу очень много. Татьяна А, недавно выкладывала маленький шортс из Leroy Merlin, показывал вентиляторы, и мы сегодня зашли в Leroy Merlin. Половина вентиляторов уже распроданы, действительно пользуются спросом вся климатическое оборудование, скупают люди и вентиляторы, и кондиционеры, и, ну, как обычно, летом происходит. Вот. Все спасаются кто как может, кто-то вентиляторами, кто-то кондиционерами в машине, а многие испанцы, лайфхак расскажешь, испанцы что делают? Они идут в торговый центр и проводят там время. Да это не только испанцы, Это не только на испанцы, самом да. деле. Почему испанцы-то? Это не только испанцы. Многие люди занимаются шопингом, ходят Не, я вообще. имею в виду, что в торговых центрах всегда прохладно, и вот именно в это время можно найти большое количество людей, которые бродят Ну именно да. по шопингу, по торговым Ну, центрам, я бы не сказала, что маркетам. только испанцы так делают. Там очень много туристов сейчас. Испанцы даже работают еще. Июль месяц это еще не массовые отпуска. Массовые отпуска начнутся только в августе. Кто здесь живет, тот, конечно же, знает. И вот тогда начнется такая миграция народов, потому что люди начнут отсюда ехать на север, потому что у испанцев на севере есть летние дачи у некоторых, из Мадрида, из центральной части будут перемещаться сюда на юг, потому что здесь тоже есть летние дачи тех, кто живет на севере, там в стране Басков или в Мадриде. Они едут на лето, наоборот, погреться здесь, пожариться на солнышке. Вот. Поэтому торговые центры, да, есть некоторые, которые закрыты, с кондиционерами, и там действительно комфортно, может быть, проводить время и в целях экономии Да. электроэнергии. Вот. Ну и так как мы поговорили о погоде и рассказали, Татьяна рассказала про туристов. Туристов действительно очень много сейчас. Если вы выйдете, если сейчас приехали, выйдете на пляж, конечно, мест почти нет. Да, то вот есть извини, я тебя заполнено. перебью, я сейчас покажу вам карту, которую присылала вот, ну, некоторое время назад, сейчас скажу, это было 11 июля, по поводу высоких аномальных температур. Прогноз, да? Полиция, да, вот, надеюсь, вам видно, красная зона, это там, где 42, 43, вот вы видите температуру по Тут всей... только зеркалит камера, поэтому Да, нужно ну, развернуть. соответственно, да, вы видите красные зоны, то есть это у нас наше побережье тоже есть, вот где Мурсия 43 градуса, Андалусия, прогноз там тоже 43-44, Эстремадура, а Валенсия у нас максимально 37. Вот такой прогноз тоже делали, они присылали заранее, говорили о том, что будет такая жара, и предпринимайте меры безопасности, соответственно. Вот мы предприняли, мы вышли вечером в эфир. Да, Надеюсь, что погода это время прекрасная. всех устраивает. Так что будьте поактивнее, садитесь удобнее, возьмите, я не знаю, там квас. Арчату со льдом. Квас, арчату со льдом, у кого что есть, там морс, кто где находится, чай, может быть, смотря в каких регионах, где-то холоднее, может, Норвегии там и так далее. И вот присоединяйтесь к нашему эфиру, обсуждению Субботнему, тем. выходному эфиру. Да. Так что, друзья, и не забывайте, я сразу еще раз напомню, не забывайте ставить лайки, это видео продвигает, и нам приятно. В том числе. Кстати, хочу сказать, кто сейчас думает поехать в Андорру и туда вот на север, мы год назад как раз только начиналась жара такая, и мы решили уехать в Андорру, немножко охладиться. Мы, конечно, охладились, потому что мы выбрали отель такой в высокогорье, и действительно там было более-менее прохладно. А вот в Андорра-Лавея температура была 36 градусов, то есть там охладиться не удалось. Мы переночевали, по-моему, 2 ночи в отеле и уехали немножко подальше. И вот имейте в виду, что если вы приедете в низменность, то есть, ну, в низинку такую, да, то есть не в горную возвышенность, где холоднее, то температура там тоже жарко, солнце такое же, облаков также не было, хоть и горы. Вот. То есть это было у нас сложное впечатление, когда мы первый раз ехали летом, что мы там отдохнем от жары в горах. На самом деле там было тепло. Но мы сейчас тоже смотрели прогноз, что там было и 38 днем. Вот. Поэтому многие, я знаю, испанцы едут, ну, вплоть даже в Норвегию едут вот, в путешествия летом, в отпуска. Ну, не так много, кстати говоря. Мы в Лапландии видели только одну семью однажды из Испании. А вообще так сильно много не видели путешествующих далеко. Испанцев, я не знаю, может, это мы ошибаемся, а вот по своей стране они действительно активно путешествуют, в общем-то, летом. И, как мы уже сказали, они
отсюда они едут на север, там в Астурию, например, я не знаю, Кантабрию, Галисию, с севера, наоборот, иногда едут погреться сюда или из Мадрида. Ну, это стандартно всегда. Поэтому, Кто-то хочет купить машину, кто-то продать. Это... поэтому битком, конечно, туризм активничает, но еще впереди август. Вот в августе будет, наверное, самое такое активное Ой, время. пока про туризм мы не ушли далеко, я сегодня как раз спросил у нашего помощника под названием Барт, по-моему, да, Google Барт. Мгм. Это новый искусственный интеллект, и я попросил новости вот на сегодняшний день про туризм. И как раз новости такие, что в Испании уже посетило 80 миллионов туристов вот на сегодняшний момент. То есть лето в середине, в самом разгаре, в середине, и вот уже 80 миллионов посетило при численности там 39, там 38 в Испании. То есть в 2 раза, в 2 раза превзошло население Испании, туристы приехали. Здесь просто могут гулять с собаками люди, поэтому иногда могут какие-то быть возгласы. Да, если у нас камера на бок Мы можем- упадет, это Мы значит можем смотреть, там, если собачка побежит, мы какой-нибудь можем отвлекаться. ретривер хвостом Так вильнул. что, да, Виктор пишет: добрый вечер, добрый Вечер всем, Виктор, друзья, кто добрый вечер присоединился. всем. Елена пишет: мы из Санкт-Петербурга, спасибо за информацию. Слушайте, очень приятно, Очень что из приятно, да. Санкт-Петербурга наши земляки смотрят нас, классно, так что добрый вечер, Санкт-Петербург в том числе, ну и прочие города, и прочие страны. Мы всегда рады видеть всех, мы знаем, что есть из разных стран у нас зрители, случайно заходящие, постоянно подписанные. Поэтому Так что, Татьяна, друзья, всем Алексей, добрый Татьяна вечер. пишет, Татьяна, Алексей, добрый вечер. Добрый вечер Татьяна. еще раз. Вот, рада всех видеть. Так что сегодня у нас вот такой вечерний, 9 часов мы вышли вечера, ну, у нас в Испании, это самое удобное время, как мы уже сказали, для сегодняшней наших погодных Абсолютно. условий, потому что выйти раньше на улицу проблематично днем, ну, не то что жарко, но очень влажно, то есть это можно к водоему только выйти, ну, а с 12 до 17 это вообще лучше где-то быть в тени, под кондеем или дома, или где-то вот так вот. Ну, в целом могу сказать, что мы-то уже живем здесь уже, там, если не считать, сколько приезжали, то постоянно 5 лет. И, уже кажется, лето как лето, вроде уже пользуешься тем, что в самую жару не находишься на солнце, не сидишь в бассейне, не ходишь на море. Бассейн и море — это либо утро, либо вечер. А день — это, действительно, ты находишься дома, прячешься от солнца. Кто работает на работе. И Ну вот вот сейчас лайфхак. пока... шопинг. Да, либо какие-то вентиляторы, вот это вот, Да. охлаждаться как-то. И, разные способы как бы охлаждения. Пить холодную водичку, у кого горло не болит. Я, например, все время пью со льдом. Это Но тоже очень первый хорошо год мы лед охлаждает. выбрасывали всегда. Да, мы носим воду всегда, конечно же, с собой. Сейчас можно вот просто так, а днем, конечно, в сумочке, которая не дает, как сумочка-холодильник такая, которая не дает ей нагреться, обязательно с водой. Какие-то головные уборы. Татьяна, периодически Даже ты как псиклку брала, да? пульверизатор я такой беру с собой, ну и на жаре, конечно, уходить. Вот далеко пока от темы погоды не ушли. Виктор пишет: мы планируем с Кавказа переехать в Аликанте, но пугает жара плюс 40, родители, они в возрасте. Ну вот плюс 40, Виктор, здесь только, наверное, может быть в июле и в августе. Редко, да. Редко. Это вот какая-то Не сказать, что волна постоянно. жары, которая, говорят, идет там из Африки, из Сахары, да, вот ее надувает такой какой-то моментами. Не все дни прямо плюс 40. Вот сейчас у нас вот нет такой погоды сейчас. Не, я хочу сказать, что Кавказ, я родился в Кулябе, это тоже южная страна, Средняя Азия. И вот когда Алексей всегда сравнивает, да, прилетали, когда вот из Москвы, допустим, мы прилетали на самолете, открывалась дверь, допустим, в Душанбе прилетали, открывалась дверь, и такое ощущение, как будто из фена у тебя такой зной идет солнечный. И вот совсем недавно, когда мы были в Мурсии и вышли из Мурсия Икеи, ужасно. вот я почувствовал, и Татьяне, помнишь, я тебе сказал, что говорю, такое ощущение, как будто я в Куляб прилетел или в Вы знаете, вот Таджикистан. в тех городах, которые находятся все-таки на побережье, здесь полегче, потому что есть какой-то морской бриз такой вот. Вот сейчас мы какой-то- сидим, даже морем немножко Да. пахнет. Так. Да, с одной стороны есть влага, но с другой стороны все-таки попрохладнее. Когда уезжаешь вот именно вот в такие города, как Мурсия, которые среди гор, да, и называют ее раскаленной сковородой, вот там действительно на 3, 4, 5 градусов сразу температура выше и ощущается, как бы тяжелее. Ну, плюс здесь все-таки 2 таких самых жарких месяца, июль-август, я думаю. И в это время люди очень часто, которые приезжают сюда,
из других стран, да, они просто уезжают либо к себе туда, там, в Финляндию, куда-то в Швецию. Вот у нас соседи из Швеции, они просто улетели в Швецию и прилетят в сентябре, чтобы пересидеть вот эту жару. Либо люди едут в путешествие на север страны Испании, то есть где полегче, к океану, туда, к Бискайскому заливу. Вот. Ну, либо какие-то там Финляндии и так далее. А тот, кто не может уехать, тот спасается Пожилые люди сидят, кондиционером. да, в жару, не выходят из дома. Всегда есть предупреждение, предупреждают и по телевизору, есть кто новости смотрит по телеку, мы не смотрим, мы пользуемся там какими-то другими средствами связи, всегда есть подписанные мы на группу в Инстаграме полиции, аунтамиенты, то есть администрации муниципалитета, где вы проживаете, они предупреждают о надвигающейся жаре, и вы можете просто сидеть дома, включить кондиционер или там вентилятор, пить больше воды, ну и, соответственно, пользоваться медицинским помощью, консультациями, если это необходимо. Да, Но не я бы забывать. сказал, что комфортного тепла здесь больше, чем вот экстремальной жары. Да, Скажем так, в июль, течение август. года. Самые два такие могут быть жаркие месяцы. Июль, август, и то, наверное, где-то вот после 10 июля даже, да, до 10 еще было ничего так. Ну, сейчас жарко, но вечером, в принципе, Ну, нормально. сейчас вот вообще приятно. Хотя вот Да, термометр показывал в утром машине хорошо. 31, мы сюда подъезжали. Ну, Дома комфортно. комфортно. Сейчас вот по комфорту, наверное, ну, градусов 25, да. Причем вот, при этом я температура. знаю, что многие дома даже еще не включали кондиционеры, у кого есть там северные спальни на северную сторону, Такое продувает у кого квартиры. там, продуваемые да, квартиры, две стороны. три стороны окон. Люди просто открывают, у кого есть там сад, который чуть прикрывает, может быть, да, какие-то стеночки, они не так нагреваются. Поэтому все индивидуально и Но мы сразу, вот как Татьяна уже много раз говорила, когда вы перед выбираете переездом. жилье перед переездом, выбирайте квартиру, у которой есть теплоизоляция. Многие думают, почему, зачем теплоизоляция, здесь же жарко и тепло. Нет, теплоизоляция нужна не только когда холодно, а когда тепло. То есть если в доме есть наружная поясная теплоизоляция, то, соответственно, вот эта жара солнца в дом не проходит. Ну и в и доме да, прохладнее. ты прав. И еще один момент, мы всегда говорим, что когда планируете переезд, вот по нашему даже опыту, то лучше вначале просто пропутешествовать. То есть не сразу там как бы ехать, да, куда-то, да, покупать все дистанционно, ехать или там снимать дистанционно. А лучше вот, может, если есть такая возможность, приехать просто посмотреть. Может быть, вот такие жаркие месяцы, июль, попробовать приехать, посмотреть, насколько это комфортно детям или там взрослым людям уже. Вот, вот как-то так. То есть посмотреть место, посмотреть климат. Ну, не все так ужасно. Здесь очень много живет людей, и очень много людей, скажем так, взрослых, туристов из Англии тоже. Те, которые не имеют, наверное, каких-то, может быть, заболеваний, когда доктора просто рекомендуют, наверное, не находиться на жаре или уехать в прохладное место в эти дни, в эти месяцы, то все индивидуально. Но Надо смотреть по своим как-то ощущениям. Но Зато не всё очень так комфортная страшно. вода в море. Вода просто Не всё изумительная. Не горячая, не холодная, комфортная, Да, теплая. вода хорошая, Просто кайф. приятно. И, в общем, ну вот как-то так, немножко коротенько рассказали. Татьяна пишет, ребята, как долго проходила акклиматизация климата в Испании? То есть как мы долго акклиматизировались? Ну, мы приехали, у нас повезло, что мы приехали не в жару. Ой, пардон, опять муха Мухи, полетела. да? Мы приехали в декабре, и получилось так, что акклиматизация у нас как таковая, можно сказать, очень плавно прошла. Ну, я думаю, там месяц, два, три, потому что это была зима, но было тепло, и мы вошли в лето уже подготовленные. Потому что мы в феврале загорали, Ну первый год в и феврале было 36 ты градусов. хоть, как говорится, там это самое, да, долго жил и в Санкт-Петербурге, но родился ты тоже в теплом климате, поэтому тебе было, наверное, легче. Ну, мне было Ты комфортно, в мне жаркой нравилось, стране да. родился, поэтому тебе было легче. То есть мне, может быть, после Питера было посложнее, но мы как-то готовили себя к этому. Ну, акклиматизация, да, вот Алексей правильно сказал, мы приехали в декабре, поэтому было легче, мы плавно То есть вошли мы в плавно, зиму, да. ой, в лето. Первое лето мы уезжали в жаркое время, мы Первый, второй, по-моему, возвращались уезжали. в Санкт-Петербург, второе тоже. И, в принципе, мы так и планировали, что каждое лето мы будем уезжать. А в этом году просто у нас другие обстоятельства, поэтому мы не уехали никуда. И вот в июле здесь, но планируем просто немножечко севернее, возможно, переехать
Ну, это вы В все качестве увидите на нашем отпуска. канале, так что самое время подписаться, кто Да, не я не буду подписан. заранее все Да, это дело и рассказывать, все увидите. я вижу, что к нам присоединяются, пишут сообщения. Не забывайте ставить лайки. И, как обычно, пишите, конечно же, мы с вами Виктор побеседуем. пишет, спасибо, что так доступно и быстро информируете. Ну, мы стараемся делиться действительно какой-то полезной информацией, которая иногда кажется нам уже, возможно, это все знают, ничего такого особенного нет. Но вот все равно к нам присоединяются новые люди, которые планируют новые какие-то свои изменения, да, там, связанные с Испанией. Поэтому всегда думаю, что, наверное, та мелочь, к которой мы уже привыкли, она может быть кому-то вот в данный момент что-то нужно, какая-то информация. Поэтому вот так. Рады всех видеть, друзья, кто присоединяется к нам, новые подписчики, просто заходите зрителями. Всем большой-большой привет. И Виктор также пишет, в Бордо во Франции очень понравилось, но там в 2 раза дороже все, чем в Аликанте и Валенсии. Да, мы это тоже это заметили. так, мы тоже там были. бывали, тоже могу сказать, что нам тоже понравилось, да? Да. Вот, ну, Особенно действительно, Франция подороже, в качестве путешествия замечательно, в качестве, ну, жизни, для того, у кого сложилась с Францией жизнь, тоже замечательно, а у нас сложилось вот с Испанией, поэтому... Кстати, вот Бордо проезжаешь, Да. очень Ну, Бордо похоже нам тоже очень на, понравилось. на очень похожей природы и вообще внешний вид похож очень от Ганди до Валенсии. Вот этот вот Оливия, да, по-моему, это вот этот Оливия там, регион, да. кто проезжал, очень похоже. Вот, ну, не знаю, мне почему-то так показалось. Так что везде можно найти Привет знакомые всем, пишет места. Ирискина. Привет, Юлия, привет. по-моему, да. Привет. Ага. Так, Антон, здравствуйте. Очень нравятся ваши видео, ваша подача. Спасибо большое. Успехов вам во всем. Все Спасибо. дружно ставим лайки. Спасибо. Пишет Антон. Да-да-да, лайки не забывайте. Да, всем привет. Привет, Антон. Здравствуйте. И спасибо за добрые слова. Да, лайки не забывайте. Вот. Так что немножечко мы вам сейчас рассказали про погоду, про туризм. Туризм у нас действительно кипит. В августе, наверное, будет вообще катастрофа. Сейчас продолжу про туризм. Пробки уже есть на дорогах. А то забуду и потом... И, кстати, в госпитале аншлаг. В госпитале Кирон Тревехин просто аншлаг. Машину поставить негде. Мы ездили просто там по своим незначительным делам. Да. Машину поставить негде. Кто лечится, кто проверится, кто просто так зайти. Если посещать врача с переводчиком, там тоже ждешь минут по 30. Так что лучше учить язык. Да, И- я крайний раз, ну, мне, в принципе, не нужен был переводчик, я просто приезжал за результатами и ждал переводчика. Переводчика минут 40, наверное, не было. Потом я подошел, говорю, а можно без переводчика? А вы, говорит, говорите на испанском. Я говорю, ну, вот так. А, все, говорит, тогда, пожалуйста. И Да, еще надо было сразу сказать. хотела сказать, раньше спрашивали, если у вас есть четвероногие друзья, и вы собираетесь тоже сюда с ними ехать, Да, это очень здесь важно. им тоже хорошо. Здесь многие приезжают, я сейчас просто смотрю, там собачки на траве катаются, такие большие, с хозяйками хотел. Хозяйки стоят, болтают, а собачки нижутся на травке. Вот. Тоже едут люди, тоже берут своих собак, и здесь им хорошо, тоже гуляют они вот вечером и утром. Все ветеринарные клиники, все есть у нас на побережье. Да, и когда вы садитесь в кафешку, обязательно, если вы Им пришли с приносят водичку. Да. четвероногим другом, да, обязательно ставят чашечку с водичкой. Да, им приносят обязательно водичку. К ним тоже хорошо относятся, к животным здесь. Если с детьми вы приезжаете, это тоже прекрасно. Ну, сейчас, может быть, жарковато кому-то. Маленькие дети капризничают, там плачут. Им, конечно, акклиматизация сложнее. Как и взрослым людям, и людям там с какими-то недомоганиями. Конечно, это все надо смотреть по своему состоянию здоровья. Так же, как и малышей, если везти на отдых. Лучше июнь, лучше сентябрь. Июль-август для них тяжеловат. Можно сгореть, тепловые какие-то вещи происходят. Вот. Но если грамотно к этому подходить, то можно все-таки и с малышами ехать, но не совсем, может, с грудничками. Туристов много. Ну, а кто постарше, я еще раз хочу рассказать, потому что был такой вопрос, я делился со своим товарищем и хочу поделиться с вами. А я пока можно как? попью водички, а то не Пожалуйста. могу выйти из кадра. Как можно отдохнуть в Испании, такая жара и так далее. Мы вот много раз отдыхали в кемпингах, и вот просто рекомендуем, кто ни разу не отдыхал в кемпинге в Испании просто замечательные. Это обалденные такие, как отель в Турции. Мы вот недавно, в прошлом году мы были в Алании, и позапрошлом мы были. И такое ощущение, что приехали в Турцию, Алания — в это турецкий название отель. кемпинга здесь. Алания, да, это название Рядом кемпинга. с Гвардамар-дель-Сигура. Замечательнейшие кемпинги. И здесь мы были и в Таррагоне в кемпинге. То есть это не просто палатка и в поле, а это, ну, как бы, как отель, который люди приезжают. Там есть и бассейны, есть и горки, есть развлечения, анимация.
Хотите, живите в палатке, если хотите. Мы пробовали так и так. Хотите, снимите домик, они есть на территории кемпингов. Ну, у кого есть караван или кемпер, конечно, это вы уже сами лучше меня знаете, как и что там проводить. В кемпинге, естественно, оборудовано Кстати, вот обязательно. было бы интересно, если бы у нас кто-то был бы подписчик или зритель, который путешествует на автокараване или кемпере, и Может быть, который есть. бы захотел Может быть, есть. поделиться. Друзья, если вот есть такие среди вас, и кто хочет поделиться, рассказать нам, вот именно снять видео, ролик, рассказать другим о том, как путешествовать по Европе на автокараване, на кемпере. Нам самим это интересно, во-первых, вот. И во-вторых, я думаю, что многим было бы интересно, кто из европейских стран, ну и не только, как вообще путешествовать Но летом, да? мы выезжали на машине, мы ставили Пишите, если палатку есть вот, такие, и снимали под домик. видео обязательно. В кемпингах, естественно, есть и душевые, и кухни, и место приготовления, и розетка обязательно, и все стоит достаточно гуманно. Мгм. И вот недавно как раз мы разговаривали, и со мной, ну, как бы возник с моим товарищем спор, что в Испании сейчас негде шашлыков пожарить, потому что места закрыты, и негде шашлыки пожарить, ну, вот, типа того. Мгм. И вот хочу сказать, что как раз-таки в кемпингах оборудованы места, вот эти мангальные, и мы в прошлом году выезжали, именно там жарили шашлык в том числе. Так что все здесь есть, а если кемпинг находится где-нибудь в высокогорьях, там, не знаю, в Пиренеях или Ой, в там вообще Сьерра-Невада, шикарно. Мы там были места в этих очень замечательные. в Альпах. В Альпах мы были, Да, во Франции, французские, это да? во французском кемпинге мы Кемпинг, были, да. да, и ну прямо очень мне понравилось. Мы, правда, были не на автодоме, мы были Ну, с просто палаткой, с почему? У нас палаткой. голландцы жили напротив, тоже с И палаткой. очень, Было я вам очень скажу, здорово. прямо замечательно. Все так как бы тоже по-доброму, и мы сразу подружились с Да, голландцами. то есть Александр тот, кто такой был. боится жары, то есть в Испании можно провести время и в кемпинге, то есть это очень здорово на природе. А сейчас вот я просто эту тему вентилирую и посмотрел, что очень много кемпингов таких, ну как они, био называются, да. А что это такое? Это когда человек выезжает на природу, не пользуется мобильным телефоном, ему там уже Такой эко-отдых, да? То есть ты эко-отдых, да. погружаешься в природу. Погружаешься в природу, у тебя Да, все. тем более, что сейчас Кемпинг поставляет свежий сыр, молоко, как интересно. багеты, Это, наверное, в эти. Астурии Ну где-нибудь. да, я смотрел там, кстати. Хорошо, потому что там именно, Вот. когда говоришь про Испанию, которая вот она зеленая травка и коровки, то это, конечно, на ум приходит Астурия, наверное, Кантабрия, вот те места. Вот. А если мидии или там, вернее, устрицы, то это Галисия. Мгм. Поэтому я и говорю, что Испания, на самом деле, она разнообразная. Мы вот еще не все места увидели, но точно вам могу сказать, что Испания — это не только море, пляж, пальмы, песок. Это все гораздо разнообразнее. Ну, а найти кемпинги очень просто. Если раньше я думал, как, искал там специальные сервисы, подписывался, мы даже получали европейскую эту карту, эти кемпинг Кей и так далее. На самом деле сейчас все очень просто. Откройте Google Maps, напишите сверху кемпинг и нажмите поиск в том месте, где вы находитесь, вы найдете кучу. Кстати, здесь в районе Торревехи тоже есть кемпинги, и достаточно хорошие и достойные. И в районе Пилар-де-ла-Радада, и в районе Да, много, в принципе, Ариэла очень Косты. много. Кемпингов В очень сторону много. Ориуэла, вот когда едешь там по... Да, Он не да. на море, конечно, до моря надо добираться, но, тем не менее, зеленая зона такая. То есть Ну, с все почти кемпингами очень кемпинги имеют свои бассейны, свои горки, свои развлекательные программы. Но то, что мы были в Алании, это было просто замечательно. Виктор пишет, я сразу лайкнул, у вас очень интересная подача, нет наигранности, как у блогеров Спасибо, Виктор. и риэлторов. Респект вам, спасибо огромное. Очень приятно, на самом деле, слышать такие искренние слова, и мы тоже стараемся, в общем-то, и искренне рассказывать как о плюсах, так и о минусах, да? Да, То есть мы конечно. тоже не стараемся все показывать в розовом свете, если есть какие-то трудности, действительно, адаптации или какие-то проблемы могут быть в Испании, есть какие-то свои. Вот сейчас, кстати, второе мы хотели еще А подожди, рассказать про кемпинг еще не рассказал. о новостях Испании тоже. Одна Щас такая расскажешь. новость, которая будоражит всем умы. Сейчас расскажешь, я расскажу самое Я интересное. вкратце расскажу. Просто некоторые представляют Да, и кемпинг. Андрей пишет, Ага. Алексей и Татьяна, приветствую. Привет. Привет. Вы, если вы представляете, что кемпинг это в палатке, жесткий матрас, и не выспался, комары покусали. Мы вот года 2 уже назад, наверное, ездили в Андалусию, и там находится парк, где снимали кучу фильмов вестерн. Это, ну, там с надписью Голливуд, помнишь, да?
Нет, не помню. Ну, я помню, да, да. Вот. И вот на территории этого парка, если кому интересно, напишите в комментарии, мы под видео оставим точку, где это находится. И там действительно мы снимали именно домик такой, ну, деревянный домик. Они как называются? Ну, аренда, как- брали в аренду, да. Как-то по-испански забыл, как это называется. Ну, типа это кибитка какая-то. На самом деле обычный просто коттеджик небольшой, и там есть... Кабанью, что ли? Кабаню называется, да. И там есть и кондиционер, и бассейн на территории был. То есть, ну, абсолютно тот же самый кемпинг, только еще вы можете посетить вот это интересное место, переночевать в городе, где снимали целую кучу таких вестерн-фильмов. Ну, это просто замечательно, интересно. И вот рекомендую, короче, так. Ну, это скажу. Алексей просто вам рассказал про разнообразие отдыха в Испании, что все можно вот разнообразить. Можно на юге, можно на севере, можно на океане. Вот, регионы разные. Кого-то привлекает Мадрид, ну, летом, наверное, Мадрид, ну, тоже на любителя, то есть все по-разному. А Мадрид сейчас открылась выставка Пикассо, Пикассо не опубликованные работы, там 100 работ представлены. И какие сроки действия этой выставки, до какого она будет По-моему, сейчас действовать? не буду врать, по-моему, Кто месяц-два знает, тут друзья из точно Мадрида, будет. пишите. Да, музей Пикассо, мы были в Малаге. Малага замечательный город. Кто соберется туда, тоже рекомендуем. Посетите обязательно. Там много интересных музеев. У нас был ролик. Поищите на канале, посмотрите, не пожалейте. Если вы поедете в праздничные дни, а мы когда ездили? Ну, на Рождество, да? Ну, новогодние еще были. Новогодние, да? То тоже очень красиво. В центре города там замечательно, красиво и просто... Мы, наверное, после Нового года поехали. Да. Вот. Виктор пишет, у меня знакомые купили квартиру в Жироне по дешевке, дистанционно. На месте оказалось, что все соседи марокканцы. Да, пришлось им перепродавать. Вот такой случай, Всё, может конечно, быть, есть. да. Мы всегда про такие вещи вам и говорим. Кто нас смотрит уже давно, что дистанционно покупать, хоть это технически риэлторы говорят и возможно, все оформить сделку, документы, платежи, все они как-то технически говорят, что это возможно, но мы бы вообще не рекомендовали. Это вот не мешаем мы, да, риэлторам зарабатывать, а мы просто людей предупреждаем о том, что могут быть, вот действительно, как Виктор пишет, такие случаи. Да, вы можете попросить знакомых блогеров, которые посмотрят ваш Нет, ну, объект если... и вам расскажут правду. А на самом деле лучше приехать самим и все посмотреть своими глазами. Совершенно Потому верно. что много нюансов при приобретении. Плохие соседи, как вот в этом случае Виктор, который описал. Совсем неблагополучные районы бывают, места с подтопленными какими-то гаражами и так далее. Плесень в доме или какие-то не очень хорошие моменты. Вот. Масса таких нюансов. То есть вот на них следует обращать внимание. Дешевого жилья явно, если на рынке вокруг там, ну, условно, по 150, а Да. вы видите за 30 тысяч евро, это вы должны насторожить. Тем более, что сейчас на рынке, наоборот, цены поползли вверх уже как бы давно, то есть никакая пандемия не остановила цены ни на аренду жилья, ни на продажу, покупку. Новое жилье, оно вообще... Да, строительство. От 300 тысяч, если это вторая линия, вот наша локация, если на первой, то вот недавно мне строительная компания, просто поскольку мы там с ними коммуникатировали раньше при приезде, и они прислали по старой памяти на мою электронную почту, что сдаются новые объекты, и цена стартовая Можно водички? на первой линии от 355 тысяч евро. Вот вы представляете, на наша Ореола Коста. Ну и, в общем-то, можно и дешевле найти, да, где-то там. Это отдаленнее, допустим, вторичное жилье. Вторичное жилье тоже, оно там, ну, не может быть за 50 тысяч в какой-то урбанизации, которая вот... То есть все это нужно смотреть. Мы совсем недавно, я тебя дополню. Я имею в виду, может быть, какие-то крупные города, там свои цены, да, меньше город, соответственно, может быть, ниже и цена, но если это сильно туристическое место, какая-то привлекательная такая локация, первые, вторые линии, они не могут быть сильно дороги. То есть если это дальше, там, 10 километров от моря, Сильно 20, сильно дешево, Мгм. 10-20 километров от моря, то это, конечно, цена может быть ниже. Но опять-таки, если что-то вот привлекательное, хорошее, цена низкая, то может быть большая как бы коммуналка.
То есть Да. это тоже. Но мы вот недавно вели стрим как раз в Картахене, и нам в эфире задали, почему на северо-востоке, да, по-моему, Картахены дешевое жилье. И мы Проехали, там проехали посмотрели, специально после друзья, специально стрима, и посмотрели. оказалось, ну, действительно, там такие Там лачушки, там... лачуги, это просто... То есть вроде как город, вроде Картахена, но я бы там Нет, никому нет, не причем пожелал могут жить. сделать фотографии внутри, какие-то красивые, действительно, привлекательные, вот даже, может, как-то снаружи что-то. Ну, нужно смотреть еще весь район, наверное, и смотреть такие моменты все-таки, не было ли Да, подтоплены, нет ли плесени, нет ли каких-то таких еще вот соседей, действительно. Ну, вот лучше смотреть, нюансов конечно, много. своими глазами, потому что кому-то хорошо зеленая трава, а кому-то песок. То есть нет одинаковых Да, людей. да. Только вы знаете, что вам нравится и что понравится. Ну, тоже бывают вот некоторые моменты, это все хорошо, но, допустим, эта урбанизация стоит около каких-то полей, фруктовых или там капустных, понимаете? Апельсиновых. То есть, да, ну, вот я говорю, фруктовых или там капустка растет или что-то еще. Периодически это все удобряется. И некоторые люди там имеют, может быть, аллергию к чему-то. Удобрения бывают органического происхождения, да, как это Ну, вот. с ферм, да. Да, поэтому запахи Другого здесь нет. соответствующие. Запахи соответствующие бывают. Вот. Хотя бы это, ну, и временно, но тем не менее. Вот, такие нюансы тоже кого-то могут раздражать, поэтому мы всегда советуем лучше выбирать самостоятельно посмотреть и лучше не покупать дистанционно, а попутешествовать. Вот, вот так что вот так. Татьяна пишет, сейчас в Бенидорме, город понравился, море прекрасное и нет мух, комаров. Да, да, Бенидорм нам тоже очень нравится. Да, море И хорошее, пляжи пляж красивые, хорошие. ровненький, и мне очень нравится, что там, я каждый раз это говорю, там нету водорослей. Водоросли, да. Да, Ну, может, и есть, но не в таком количестве, как бывает вот здесь, допустим, в Сан-Педро-дель-Пинатар. да. Ну, На там пляжах. парки есть, там все хорошо. Единственное, что бывает много народу, пробки, когда мы приезжали там. Вот, но опять-таки это вот... Явление временное. Ну, если приезжаешь на отдых, просто где-то располагаешься рядом, ходишь пешком и не завязан на транспорте, вызываешь такси или ездишь там на туристическом каком-то с гидами, то вообще прекрасно. Ну, можно и со своей машиной, если паркинг есть в доме на первой, второй линии, то это тоже, наверное, Да, и проблема. на парковку никто не станет, тогда Да, вообще да, да. проблем Так нет. что, ну, классно. Хорошего вам отдыха. Виктор, я уже год мониторю цены в Аликанте, жилье подскочило на 15-20%, по-моему. Да, так где-то и так. говорят, да. Мгм. Где-то так. А евро уже 102 стоит, к сожалению. Да, к сожалению, все вы правильно пишете. Так и есть. Приблизительно так и есть, да. Цены растут. Вот. Андрей, как вы спасаетесь от жары? Выходим в эфир в 9 вечера, когда нет жары. По-разному. По-разному, да. Бассейн. Море, правда, у нас было только 3 раза за это лето. Вот. Бассейн, кондиционер, вентилятор приобрели. Тоже чуть-чуть помогает. Холодная вода. Вообще много жидкости всегда с собой. Газированной не только. Отсутствие алкогольных напитков. Орчата со льдом очень вкусно. Я вот Не едим раскусил в этом жирной году. пищи, не жарим шашлыки, ничего такого. То есть салатики, фруктики. Зелень. Сегодня делали окрошку. Зелень, окрошка, холодный суп гаспачо, лед дома в морозилке, в Сальморехо. воду везде. То есть вот добавляем лед. Вот так. Иногда ношу с собой пульверизатор, из которого себя пульверизирую на улице, чтобы легче было. Ну, холодная А ты вода, воду там да. остужаешь? Ну, холодная вода или обычная? Ну, прохладненькая Ну. такая, да, потом как-то так. Она быстро расходуется, в общем-то. Даже если она теплая, она как-то так выветривается и приятненько. Ну, только так, наверное. Ну, знаю, что многие едут на север пережидать. В Кстати, принципе, друзья, лайфхак. И я в машине вожу все время сумку-холодильник большую, Да, и туда сумка-холодильник. складываю воду. Потому что если вы оставите воду просто в машине, она будет там градусов 80, наверное, когда все нагреется. Да, Потому да. что машина у нас черная. И вожу сумку-холодильник постоянно. Очень удобно, кстати, рекомендую всем. Ну и вообще вот сейчас жара, есть совершенно не хочется. Я вспомнила нашу собаку, которая у нас была в Питере. В жару она не ела несколько дней. Я говорю, я как наша собака. Не ем уже, не хочу в жару есть совершенно. Только холодный. Вот гаспачо, и если туда еще ледышку добавить, лед, то вообще хорошо. Что-то холодненькое все время. Ну, смотрите, чтобы горло не болело, то есть не переохлаждайтесь тоже, можно заболеть и под кондеем, и от холодного льда. Тут дело привычки, и как-то я привыкла сразу, поэтому, Ну, в кстати, принципе, нормально. кондей мы постоянно не крутим, чтобы, во-первых, и не заболеть. У нас, по-моему, стоит он на 40 минут, а потом дальше у нас вращается вентилятор. То есть то, что Да, кондиционер да. охладил, дальше продолжает вентилятор дуть.
А сколько дома у вас градусов, Андрей спрашивает? Сколько у нас дома градусов? Ну, от 25, наверное, до 27. То есть, Да, вы знаете, я кондиционер не заметила, помню, что сколько он вот стоит. когда ходишь по магазинам, в некоторых магазинах у них так и выставлена температура на 27 градусов. То есть они охлаждают до 27. Это же было у них даже законодательно, по-моему, принято, Мгм. да? Или как-то Министерство Да, потому здравоохранения что ниже принимало, что постоянно вот работает кондиционер. было такое, да? Было, да, да. Вот, ты на меня так испуганно посмотрел, я думала, что Не-не-не. 27 градусов, да? Да, да, 27 градусов. Вот, Не, а поэтому, кондиционер у нас на сколько стоит? Ну, 25, наверное, стоит где-то ну, так. ты выставляешь, я не знаю, Я на не помню. сколько. Ну, вот 25, от 25 до 27. И мы сильно не охлаждаемся до То 20, есть там, до 19 нету 22. точно. 25 нам уже нормально, то есть 27 нормально. Не, у нас когда вот если дома там 29, допустим, нагревается, тогда мы начинаем немножко охлаждать. Ну, с Иногда утра у нас двери открыты и сквознячки, продувает сквознячком тогда. да, сквозняки, вот это все охлаждает как-то. Привычка уже, наверное, за 5 лет есть, но все равно охлаждаться все-таки надо иногда, потому что иногда бывает прям что-то такое. Вот. Так что вот так, друзья, про погоду, природу, температуру Да, что поговорили. нам интересно хотелось Нет, я сказать. просто хотела сказать, что у нас в Испании, ну, мы на это никак не влияем, потому что мы не имеем гражданства, а вообще, ну, многие, кто здесь живут, знают, наверное, тема такая, что 23 числа проходят национальные выборы в через Испании. неделю. То есть в мае в Испании прошли муниципальные выборы, и теперь второй этап, досрочный, так как правящая партия, мы хоть про политику не очень, но это все-таки жизнь в Испании, да, правящая партия у них социалистов во главе с Педро Санчесом, который сейчас премьер-министр, и он объявил досрочные выборы, которые должны были быть 10 декабря, соответственно, этого года. Он их перенес, распустил парламент и перенес выборы на 23 июля. Чтобы все это в руки избирателям, так сказать, передать. И вот Пока не в Норвегии 23 июля отдыхают. все будут голосовать. К голосованию как раз все это готовят. И сейчас читал сегодня, что и в Картахене они запаслись водой, 10 тысяч Да, бутылочек вентиляторы воды, скупили. вентиляторы, Слышал там тоже. все вот эти вот работники, что-то там еще будут. Вот, то есть подготовились уже к этому, чтобы люди шли на выборы. Ну и версии разные. Когда были вот муниципальные выборы в мае, да, там побеждала, как бы лидировала партия уже так, ПП, то есть Народная партия, Партидо, Татьяна, видимо, готовится к гражданству. Ты учишь Партиду, те вопросы, которые задают при получении гражданства. Да. Ты мне честно признайся. Начала готовиться, да? Да, да, тайные мысли Тайные мысли посетили мою светлую голову. Вот. И, соответственно, та партия немножечко лидировала, да, и были такие вещи, что вот говорили, что они, если объединяться с партией, я к чему веду? Они, соответственно, лидировали, но не очень. И у них сложился такой альянс, что они объединятся с партией Vox. Партия Vox — это партия, которая «Голос», соответственно. Ну и у нее самое главное, что у нее в их предвыборной программе действий, да, они как раз, у них много миграции уделено. То есть Да, там за национальная такая у них идея. То есть такую... Кстати, это может коснуться всех, кто проживает на территории Да, Испании. Да, то есть у них не только иностранцев. там они там антифеминистические какие-то направления в программе, но и главная тема для многих — это тема, связанная с миграцией у них. Поэтому если вот эти партии, они пройдут, партия народная плюс с Воксом они объединятся, соответственно, у них больше будет преимущество голосов, то есть законы. в парламенте, да, они смогут продвигать свои законы, ну и, соответственно, какая-то миграционная программа их продвинется, и политика какая-то миграционная изменится, поэтому что-то как-то где-то на ком-то Так отразится. что следим за выборами. А выборы у нас 23 июля, то есть на следующей неделе, да? Ну, через неделю, да. И кто не успел, получаем ВНЖ Испании. Это срочно. Срочно. Получаем гражданство. Ну, ты молодец, готовишься, просвещаешь меня. Вот, да. Но, опять-таки, были социологические исследования, говорили, что вот вроде бы как на той неделе социологический опрос говорил о том, что вот эта Народная партия или там ПП, да, они Будем называть лидируют немножечко, а вот вчера нам сообщили, что вроде как партия социалистов с Педро Санчесом все-таки перевешивают. Но посмотрим, как все-таки люди, граждане Испании, королевства Испании проголосуют и к чему это все приведет.
посмотрим, мониторим, будем слушать, да, Да. смотреть новости. И вам Так как- расскажем. Так как телевизор мы не смотрим, в принципе, но сейчас просто, в общем, интересно. Мы так читаем новости, какие-то газеты в электронном виде, их. в Ну что, общем-то. 45 минут в эфире. Мы, друзья, давайте задавайте вопросы, мы ответим как раз Хорошо, 15 я минут. думаю, удачное время, хорошее. Наверное, всех это устраивает, в принципе, вечер. Пока еще Мгм. не свечерело, нас еще хорошо видно. Но как только стемнеет, то придется нам закругляться. Вот, Ну, потому я что у нас приметил здесь там нету соседнюю скамеечку, софитов таких. где есть Так, фонарик. Фонарь. Виктор пишет, планировка испанских квартир просто убивает. Или мы к такому не привыкли, не привыкли, не понимаю. Да, самое основное это, что маленькие комнаты. Маленькие комнаты это Ну, сделано смотрите, из-за... это исторически Да, сложилось. скажи. Так, дело в том, что они не проводят в основном много времени дома, они проводят, в спальнях они только спят, насколько нам объясняют.